Всем привет! Нашел немного свободного времени и решил привести свою косу в порядок, потому что скоро сезон, буду много косить. Вот, и попутно расскажу вам, что я обслуживаю, как часто это нужно делать, да, на какие моменты нужно обратить внимание. В общем, поехали. Итак, первым делом, да, самое основное — это фильтр. Переводим заслонку, открываем фильтр, смотрим, да, ну такое, немножко, как бы уже, да, немножко почернел. Переворачиваем. Здесь у нас, как вы видите, все чисто. Вот. Смотрим сюда. Здесь тоже у нас все чисто. Вот, в данном случае мы меняем фильтр только в том случае, когда у нас начнет пробивать уже сюда. Он здесь потемнеет у нас, и здесь будут мелкие частицы пыли. В таком случае меняем фильтр. То есть тут какого-то регламента там раз в год или там каждые там несколько там часов такого нету, потому что у каждого, скажем так, участок своеобразный, у кого-то много пыли, у кого-то там еще что-то. То есть загрязняется фильтр по-разному. Так, топливный фильтр. То же самое проверяйте. Смотрите, если он загрязнен, там меняем его. Так, переходим к системе охлаждения. Постараюсь вам так показать. Смотрите, здесь у нас стоит крыльчатка, да, за стартером. И смотрите, такая ситуация, когда вы много работаете, здесь набивается трава. То есть она отсюда засасывает, забирает коса наша воздух, да, и прогоняет, охлаждая тем самым цилиндр. Внимательно следите за этими ребрами, чтобы они были чисты. Потому что если они забьются, естественно, как бы продувка двигателя ухудшится. Дальше не поленитесь, если вы много действительно наработали. Снимите эту крышку, тут здесь не так сложно, пару болтов открутили. Сняли верхнюю крышку и посмотрите, как у вас там цилиндр себя чувствует. То есть если там также ребра забиты травой сильно, да, поналипала там пыль, трава, тоже очистите, потому что из-за этого часто может случиться перегрев, потому что цилиндр не будет отводить тепло так, как нужно. Так, идем дальше. Редуктор. Редуктор у нас нуждается постоянно в смазке, поэтому по мануалу его нужно проверять и смазывать каждые 25 часов работы. Откручиваем наш болт, убираем. И смотрим, есть ли здесь смазка. Я думаю, видно, что смазка есть. Также рекомендуется смазку набивать вот, ну, примерно вот так вот. То есть не нужно ее забивать аж до самых краев. То есть вот так убедились, смазка есть, все нормально. Косим дальше. Так, закручиваем. Так, следующее. Проверяем смазку самого вала. Для этого нужно открутить редуктор. Здесь один болт. И снимаем. Вытаскиваем наш вал. И смотрим. Я думаю, видно, что смазка на нем есть. Это еще заводская смазка. Поэтому также проверили. Все есть, все смазано. Запихиваем обратно. Все. На фирменной технике всегда валы смазаны идут. А вот на китайских 50 на 50. То есть бывает вал промазанный, а бывает сухой. Поэтому китайской техники вот вы купили, снимите, проверьте. Потому что здесь тоже стоят втулки. Здесь большое трение, большие обороты. Нужно, чтобы вал был смазан. Так, устанавливаем все обратно. Так, есть. Зажимаем. Так, следующее, это катушка. Сейчас расскажу, о чем я. Итак, бывает такой момент, когда вы работаете на участках, где много пыли, да, песка, там всякого такого. Катушка набивается пылью через всякие щели. И начинается у вас
дисбаланс в катушке, начинается вибрация. Эта вибрация передается на вал и передается на коленвал. Тем самым можно убить подшипники коленвала. Поэтому следите за этим тоже. Как бы разобрали, там отжали, посмотрели, все чисто. Если там земля, вытрусили, прочистили, все нормально. Либо же бывает, вот если протрет до дырки, будет очень быстро набивать туда землю и будет вибрация у вас по ручкам, по всему. Поэтому следите за этим. Так, это что касается катушки. Еще забыл сказать, китайские катушки я не рекомендую на такую вот технику. Они очень быстро протираются. Сюда попадает земля, там леску не выпускает потом, то есть не срабатывает кнопка, да. Тоже вибрация адская. Также они здесь отламываются, пластик такой. То есть это такое себе. Как бы покосить на неделю. Вот конкретной катушки хватило на неделю. Как бы думайте сами. Эта катушка откосила 2 месяца активной работы. И я думаю, еще на пару месяцев ее хватит. То есть здесь толстый качественный пластик. Поэтому как бы они выхаживают намного дольше. По цене разница там в 2,5 раза где-то. То есть этой вы косите 4 месяца, условно говоря. Этой вы косите, 2 недели. Это с натягом прям. То есть вот и думайте, сколько вам надо таких катушек на 4 месяца. И напоследок, не забывайте очищать редуктор от травы. Потому что, когда вы работаете, вы, наверное, замечали большой такой слой, налет травы мелкой. Она прилипает, такой вот, как бы слой, прям покрытие получается. Оно, опять же, плохо отводит тепло. А редуктор у нас очень сильно греется. Поэтому тоже лучше, желательно бы, скажем так, очищать его, чтобы нормально отводилось тепло, чтобы не ушатать редуктор. Ну, а у меня на этом все. Пишите комментарии, кого что интересует. Всем пока.